Моя работа мне напоминает сизифов труд. Я качу камень в гору, он скатывается, я опять его качу. Интересно, сколько это будет продолжаться. Подписчикам привет. Сегодня «Храброе сердце», 1995 год. Автор сценария Рэндалл Уоллес, режиссер Мел Гибсон, в ролях Мел Гибсон, Софи Марсо, Кэтрин Джейн Маккормак. Бюджет 70, сборы $213 миллионов. Одна из наград Золотого глобуса и одна из 5 наград Оскара «Лучший режиссер» Мел Гибсон. Сюжет. В 1280 году король Эдуард Длинноногий, рост 1,88 м, другое прозвище «Молот шотландцев», вторгается в Шотландию и завоевывает ее после смерти короля Шотландии Александра III, который не оставил наследника престола. У молоденького Уильяма Уоллеса англичане убивают отца и брата. За ним приезжает дядя и увозит его. Повзрослев, Уильям возвращается в Шотландию, встречается с девушкой Мэрон. В детстве она подарила ему полевой василек, который он сохранил в виде гербария, завернутого в тряпочку. Тайно женится на ней, потому что родители не были в восторге от этих отношений, родители Мэрон. Но при очередном набеге англичан Мэрон убивают. И до того миролюбивый Уоллес встал на тропу войны. Были случаи, когда девушку, выходящую замуж, насиловал какой-нибудь начальничек-англичанин, претендующий на право первой брачной ночи. В общем, у шотландцев накипело, и они восстали. Во главе восстания шотландцев за свою независимость Уоллес. В процессе к Уоллесу примыкали шотландская беднота и несколько шотландских знатных кланов, которые хотели сражаться не за свободу Шотландии, а таким образом оттяпать землю у клана конкурента, то есть войти в доверие к Уоллесу, может быть, даже освободить какие-то спорные территории, но в конце концов закрепить эти земли за своим кланом, заручившись поддержкой Англии и при этом предать Уоллеса. Король Эдуард женит сына на дочери французского короля. На одном из собраний он размышляет: «Шотландия – моя земля. Франция пойдет перед каждым, у кого есть сила. Но как они поверят в нашу силу, если мы не управляем всем нашим островом? Дворяне – это ключ от ворот Шотландии. Дайте нашей знати земли на севере, а их знати здесь, и алчность не позволит им противостоять нам». Один из присутствующих заявил, что наша знать не захочет переезжать из-за налогов. Тогда Эдуард, подумав, пошутил: «В Шотландии слишком много шотландцев. Надо возродить древний обычай, дать нашим дворянам право первой брачной ночи. Раз не можем их выгнать, уничтожим их породу». Хотя нет, это была совсем не шутка. Еще надо упомянуть Роберта Брюса, 17-го потомка из династии Брюсов, главный претендент на шотландскую корону. Политика его отца не поддерживать, но и не противостоять указаниям Эдуарда. Роберт, беседуя с больным отцом, с восхищением говорит о простолюдине Уоллесе, сражающемся страстно за свободу. «Может, пришло время и нам сражаться?» На что отец возражает, что твои предки смогли оставить тебе землю и титул, потому что не сражались. Умение идти на компромисс делает человека знатным. Гениальное руководство для тех, кто хочет разбогатеть. Перед битвой при Стерлинг-Бридже в войске шотландской знати при виде многочисленного английского войска бродят разговоры. Кто хочет умирать, чтобы у знати было больше земли? Нет, тогда мы уходим. Тут появляется Уоллес и произносит пламенную речь. «Без свободы вы никто. Дерись и можешь умереть. Убегай и живи какое-то время. И через много лет, умирая в своих постелях, вы будете готовы отдать все эти годы за возможность вернуться сюда и сказать врагам, что они могут отнять у нас наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу». Англичане выдвигают шотландцам требование покинуть поле боя, взамен кланы получат земли в Йоркшире и будут платить налоги. На что Уоллес выдвигает свои требования. Вы спустите свои флаги и возвратитесь в Англию, и по пути, заходя в каждый шотландский дом, будете просить прощения за годы грабежей, насилия и убийств. Уоллес и его войско одерживает победу в битве при Стерлинг-Бридж при поддержке некоторых кланов. После победы на церемонии посвящения Уоллеса в рыцари разыгралось выяснение отношений между кланами. Уоллес собирается покинуть сборище и на вопрос, куда он направляется, отвечает: «Мы разбили англичан, но они вернутся. Поскольку вы не хотите объединиться, я вторгнусь в Англию и разобью англичан на их земле. Вы так озабочены дракой за крошки со стола, который вам бросает длинноногий, что забыли о праве на лучшее, которое вам дал Бог. В этом наше различие. По-вашему, народ существует, чтобы обеспечивать вам ваше положение, а я считаю, что ваше положение существует для того, чтобы дать народу свободу. Именно для этого я иду туда».
На улице его догоняет Роберт Брюс и говорит о компромиссах. Узнать и земли, замки, для них это риск. А на поле боя простой человек рискует меньше? Нет, но самосознание у этой страны совершенно отсутствует. Знать в союзе с Англией, а кланы воюют между собой. Если с обеих сторон у вас будут враги, вы мертвец. Мы все умрем. Вопрос только как. Еще надо упомянуть невестку Эдуарда и Изабел, которые отправляют к Уоллесу, и она влюбляется в Уоллеса. Знать предает Уоллеса, и он проигрывает решающее сражение. Потом его опять предают, и он оказывается в тюрьме. Ему говорят: проси пощады, покайся и умрешь быстро и легко. Но сцена, где его сначала вешают, но не до конца, потом растягивают на дыбе, потом четвертуют. Горожане, которые наблюдают за казнью, не выдерживают и скандируют «пощады». А Уоллес, собрав последние силы, кричит «Свобода!» и палач отрубает ему голову. И две женщины появляются в кадре. Это его жена, которая улыбается, предвкушая встречу с ним, и возлюбленная француженка, которая склоняет голову, зная, что под сердцем носит ребенка Уоллеса. В финале Шотландия в лице Роберта Брюса и его войска должны были присягнуть на верность английскому королю, но в память о Уильяме Уоллесе Роберт Брюс решает принять бой и завоевать свободу для Шотландии. 24 июня 1314 года победа при Беннокберне считается Днем независимости Шотландии. Но на сегодняшний день Шотландия является частью Объединенного Королевства. Мои впечатления. Меня поразили примитивные жилища шотландцев, какие-то полуземлянки, чумазые физиономии с грязными спутавшимися волосами, с не менее грязными лоскутами вплетенные волосы. В битве при Стерлинг-бридже шотландцы демонстрируют голые задницы англичанам. То есть под килтами у них не было трусов. Или килтами. Оказывается, трусы, как часть гардероба, появилась лишь в конце XIX века вообще у человечества. Узаконенная и изощренная жестокость при казни. Казалось бы, лишить его жизни и дело с концом. Но нет, столько этапов предсмертных, и все для того, чтобы человек признал свой проигрыш и запросил пощады. Это сладкое слово «свобода». Стоит ли она сотни тысяч смертей? Ведь изначально мотивом послужила банальная месть за смерть жены. Я всегда задавался вопросом, почему бы захватчикам не быть лояльными к жителям захватываемых территорий? Ведь простые обыватели, они инертны. Им все равно под чьим флагом пасти гусей и садить картошку. Но, видимо, война и милосердие – две вещи несовместные. Замечательный фильм. Я много слез пролила, всех жалко. На сегодня все. Всем здоровья. Пока. Подписываемся на канал.